В данном видео представлен полный процесс отливки изделий из полиуретана. Сравнение машинного полиуретана с ручным, скорость кристаллизации и свойства. Отливка изделий различной толщины и размера. В работе используется дозирующая машина со статическим смешением. В аппарате имеются резервуары для компонентов А и Б, а также растворителя. Полиуретан подается через смеситель, в котором происходит смешивание компонентов. Проверяется заполненность резервуаров, при необходимости доливаются компоненты. Компоненты смешиваются в пропорции 2 к 1, поэтому резервуар с компонентом В заполнен наполовину. Перед началом работы компонент А промешивается в аппарате. Резервуары закрываются, плотно фиксируются. Проверяется давление. Компонент А поддается под давлением воздуха. Перед работой выполняется прочистка сопла насадки. А также прочищается смесительное устройство. Так как при контакте с воздухом компонент В кристаллизуется, перед началом отливки выполняют прочистку. Поэтому место его подачи разбирается и прочищается. Затем все элементы смазываются и ставятся на место. Выполняется проверка подачи компонентов. Устанавливается подающее сопло. Затем устанавливают смеситель, и аппарат готов к работе. По смесителю пускают растворитель. Форму готовят к отливке, убирают остатки старого пластика. Затем форму выравнивают по уровню во избежание деформации изделия. При движении по смесителю компоненты полиуретана смешиваются. Кристаллизация происходит в течение минуты. Пока заливается деталь, можно в реальном времени увидеть процесс кристаллизации. После смешения полиуретан мутный. При затвердении он становится прозрачным. Затем выделяет тепло и начинает застывать. Процесс кристаллизации.
Видео не ускорено, и можно увидеть, как в течение минуты пластик полностью застывает и готов к извлечению из формы. Данный вид пластика очень удобен в работе, но вручную замешать и залить форму невозможно, так как скорость схватывания очень быстрая. В течение 50 секунд он становится полностью твердым. При извлечении пластик полностью застыл и готов к дальнейшей работе. Если планируется последующая отливка, то форме дают остыть во избежание деформации. Теперь рассмотрим процесс заливки объемного изделия. Форму равняют по уровню. Подробнее о производстве силиконовых форм вы можете узнать из нашего видео по подсказке сверху. Данная форма очень объемная, поэтому процесс кристаллизации происходит быстрее. После заливки из деталей убираются пузырьки воздуха. При большом объеме полиуретан сильнее нагревается и процесс ускоряется. Результат отливки объемной детали будет показан позже в видео, а пока сравним машинный полиуретан с ручным. При ручной отливке необходимо заранее проверять вес будущего изделия. На необходимый вес готовится смесь компонентов, также в пропорции 2 к 1. Компоненты смешивают и заливают в форму. Процесс кристаллизации займет 7-10 минут. Также в процессе замешивания в полиуретане образуются пузырьки. Они будут постепенно выходить наружу.
Для сравнения зальем еще одну деталь машинным полиуретаном и посмотрим на скорость схватывания. Полиуретан схватывается на глазах, деталь можно извлекать из формы. В то время как из ручного полиуретана продолжают выходить пузырьки, он еще жидкий. При извлечении полиуретана через 7 минут он остается гибким. В то время как эта деталь полностью готова. Деталь из ручного пластика должна быть размещена на ровной поверхности во избежание деформации. Полная кристаллизация произойдет в течение 2–24 часов, в зависимости от размеров детали. Вернемся к объемной детали. Кожух разбирается, извлекается форма. Убираются остатки полиуретана от шва формы, и деталь готова к дальнейшей обработке. Теперь рассмотрим процесс отливки высокой и объемной фигуры. Все объемные фигуры перед отливкой помещаются в кожух. Подробнее о создании кожуха вы можете посмотреть в нашем видео по подсказке сверху. Форма закрепляется в кожухе, крепко фиксируется. Так как форма объемная, она быстро нагревается и кристаллизуется. Готовую деталь извлекают из формы. Излишки от шва срезают. В дальнейшем ее полностью отшлифуют и покрасят.
Полиуретан используется и при отливке больших изделий, таких как рамы для зеркал. По шаблону зеркала проверяется форма. Для больших изделий меняется скорость подачи компонентов. Выполняется отливка изделия. Так как изделие объемное, скорость кристаллизации высокая, поэтому важна скорость заливки во избежание расслоения изделия. Для этого заливка производится по всей форме одновременно, так изделие не застынет частями, а кристаллизация будет происходить равномерно. Дают ему растечься в форме, при необходимости полиуретан добавляется. Изделие извлекается и готово к дальнейшей обработке. Рама будет отшлифована, затем ее загрунтуют. После повторной шлифовки выполняется покраска, затем вклеивается зеркало. После завершения работы по смесителю прогоняется растворитель во избежание застывания в нем смеси, затем он откручивается. Смесительное устройство переворачивается. Подающее сопло смазывается в избежании попадания воздуха к компоненту B, так как при контакте с воздухом компонент B кристаллизуется. Аппарат отключается, спускается давление воздуха.
Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся опытом и рассказываем о всех тонкостях нашей работы.